Всем привет! Сегодня у нас с вами горячая тема – стоимость жизни на Филиппинах. Мы частенько слышим рассказы о том, что люди живут здесь на 400-500 долларов в месяц. И это так далеко от реалий нашего бюджета, что я решила на собственной шкуре выяснить, возможно ли это. Вот, пожалуйста, некий Артем в чате Филиппин спрашивает, а можно ли прожить на Филиппинах на 270 долларов, даже не 400? Сказать, что я обалдела от таких запросов, ничего не сказать. Ну что ж, челленджу быть, будем проверять. Переезжать я, конечно, не собираюсь, но буду питаться неделю в рамках заданного бюджета. Муж отказался от этой дурной затеи сразу, но тем интереснее. Я буду готовить отдельно себе и ему, и мы наглядно увидим разницу между скромным и комфортным для нас питанием. В общем, будет интересно. Ставь скорее лайк, и мы начинаем. Итак, что мы имеем в запросе? 25 тысяч рублей – это 15 тысяч песо или 270 долларов по курсу на сентябрь 2024. Из них 10 тысяч песо или 180 долларов берем на жилье, и остается 5 тысяч песо или 90 долларов на питание. Но у нас еще есть визы, транспорт, интернет, мобильная связь, да просто бытовая химия в конце концов. Пока подвесим эти вопросы. Окей, найти крышу над головой на Филиппинах за 10 тысяч песо абсолютно реально. Вопрос только где и какого качества. Ради экономии можно, конечно, уехать на нетуристический остров или в глухую деревню и жить такой local life Filipino style. Но давайте не будем уходить в крайности. Рассмотрим Панглау. Это популярная локация у экспатов со всего мира и не только русскоговорящих. Для примера, можно арендовать квартиру вот в таком домике на 3 семьи, недалеко от пляжа Думальюн. Ребята снимали ее за 10 тысяч песо, но им пришлось объединиться с соседями и самим провести интернет от Starlink. После затрат на установку выходило около 900 песо в месяц за интернет. Это примерно 15 долларов. А ведь еще есть коммунальные услуги. Вода фиксирована 500 песо в месяц. 9 долларов. Свет по счетчику. С кондеем у ребят набегало в среднем 1100 песо в месяц или около 20 долларов, что, кстати, очень мало. В целом жилье неплохое. Да, частично пластиковая мебель, старый кондиционер, но он хотя бы есть. Кстати, не помню, была ли у них горячая вода. Почему-то на видео не попал водонагреватель. Надо понимать, что на Филиппинах дорогое электричество. На Панглау 1 киловатт у нас стоил 11 песо, на Боракае 15. Вот, пожалуйста, средний наш счет такой за электричество на Панглау в жилье с 2 кондиционерами. Согласитесь, сумма не маленькая. Как ее можно сократить? Не пользоваться кондиционером и, например, выбирать жилье без электроплиты. Отсюда у нас новый пункт затрат. Это газовый баллон. В среднем он стоит около 20 долларов, 21, 1170 песо, если быть точнее. Нам его хватает на 3 месяца, поэтому поделили и получили 7 долларов на газ в месяц. Тоже, будьте добры, отложите. Подытожим. Из 180 долларов на жилье вычитаем газ 7 долларов, вода 9 долларов, свет 20 долларов, интернет 15. А значит, чистыми на аренду мы имеем всего 129 долларов или 7350 песо. Вот так вот и выходит, что нашему с вами Артему скорее надо снимать комнату с общей кухней. Найти ее можно в районе 6-8 тысяч песо. Комфортное жилье на Панглау будет стоить уже от 15-20 тысяч песо в месяц. Ну что ж, с жильем разобрались, остается разобраться с питанием. У нашего Артема, к сожалению, всего 90 долларов на питание в месяц в запросе. Давайте для красоты округлим эту цифру до 100 долларов. И, как я и говорила, я буду питаться всего недельку в этом бюджете. На день задумки этого эксперимента за 100 баксов давали 5565 песо. Делим на 30 дней, умножаем на 7, итого 1300 песо в неделю. Ребят, я подошла к эксперименту с полной ответственностью. Взвешивала каждый помидор, считала каждое яичко, отмеряла рис по порциям. В общем, табличку с расчетами найдете в описании под видео. Да начнутся голодные игры. День первый. У меня на завтрак просто яичница с помидоркой и кофе 3 в 1. А у Жени на завтрак бутерброды с тунцом, мы их очень любим, смешиваю тунец, яйцо вареное, лук, майонез. Очень сытно. Хороший тунец, кстати, стоит 75-95 песо за баночку. Чтобы вы понимали, самое дорогое в завтраке мужа – это чай и хлеб.
Хороший крупнолистовой чай мы заказываем на Лазаде, местный маркетплейс популярный. 718 песо за 600 грамм. Для сравнения, 50 пакетиков Липтон будут примерно 250 песо стоить. То же самое с хлебом. Хотите вкусно – платите. Можно покупать тостовый хлеб со вкусом картона, а можно качественный из цельнозерновой муки. Например, вот такой вот у нас на Панглау печет немец. Стоит 160 песо за буханку, почти $3 или 230 рублей по курсу на дату монтажа видео. Переходим к основным блюдам. Купила куриные шеи и свинину. В первый день у меня стейк на косточке с рисом и жареными баклажанами. Жирную часть стейка, кстати, с салом, я отложила на другой прием пищи. У мужа на обед жареные креветки с рисом. Стоят они в зависимости от размера от 350 песо за крупненькие. На ужин я уже не шикую. Нажарила куриные шеи, на гарнир все тот же рис. А Женя поел в кафе. Про цены в кафе я подробно рассказывала в предыдущих 2 сериях видео «Обзор 30 кафе на Панглау». Посмотрите обязательно, чтобы понимать, какие затраты вам предстоят, если вы питаетесь вне дома. Ну что, первый день полет нормальный, ела сытно, было вполне вкусно. Единственное, беспокоюсь, что зря купила дорогую свинину и могу не уложиться в бюджет. Давайте посмотрим, что было во второй день эксперимента. Завтрак у меня. Чай и яичница с остатками вчерашнего стейка. У Жени бутерброд с сыром и мясные шпажки. Сыр в Азии дорогой, покупаем сыр в основном в Тип-Топе. И средняя цена около 1200 песо за килограмм эмменталя или гауды. Это $21 или 1700 рублей. За всеми этими дорогими продуктами забыли с вами основу основ – водичка. Из-под крана, конечно же, воду мы не пьем, заказываем бутилированную. На островах есть доставка всегда из станции очистки обратным осмосом. Да, такая вода уже будет чистенькая, но не полезная, в ней уже нет никаких микроэлементов. Поэтому для чая или там супов она отлично подходит, но для себя, для здоровья, просто для питья мы покупаем еще дополнительно минеральную воду. Выбор минералки на Филиппинах очень скудный. Боржоми или газированную минеральную воду даже не ищите. Вот это Ле Минерале прям вкусная. Не будем сейчас подсчитывать затраты на воду, но держим в уме, что они имеются. Лучше давайте посмотрим, что там с обедом и ужином. У Жени на обед тефтели, а я доедаю шеи, к ним рис и тыква. Если вы хотите бюджетно питаться, то осваивайте местные овощи и зелень. Например, местный шпинат, длинная стручковая фасоль, тыква, а еще чиот, как замена дорогой картошки. Вы, возможно, удивитесь, узнав цены на самые привычные для нас овощи – лук, морковка, картошка. Они стоят очень дорого на Филиппинах. Ужин. У меня печень жареная с рисом и тыквой, а у мужа креветки. Признаюсь честно, в отличие от филиппинцев, которые даже в рестораны ходят с безлимитным рисом, мы столько риса не едим никогда. Стараемся разнообразить гарниры. Покупаем, например, кускус в Тип-Топе, гречку заказываем на Лазаде за безумные деньги. Еще люблю хэш-брауны, такие драники, по сути. Очень удобно, всегда лежат в морозилке про запас. В общем, завтра никакого риса и яичницы на завтрак. За 2 дня уже надоело. А любимый муж решил поддержать меня и сгонял за дурианом. Наш любимый фрукт. Это тебе подарок. Дуриан. И ей подарок. Да. Дуриан, наверное, не входит в бюджетное питание на Филиппинах. Абсолютно точно. Средняя цена за кило дуриана 100-150 песо. Вообще не дешево. Новый день, день 3. На завтрак у нас обоих блинчики. У меня без никто, а у Жени с крем-чизом. Молочку от бренда Арла, кстати, рекомендуем. На обед у меня печень жареная и стручковая фасоль. Она стоит всего 10 песо за пучок. А у Жени тефтели с брокколи. Так вот, брокколи в разы дороже. Одна штучка 187 песо, а килограмм 305 песо. На ужин у нас обоих были куриные отбивные и крем-суп из тыквы. Признаюсь, за 3 дня готовки для каждого члена семьи отдельно я безумно притомилась. Но бросить эксперимент я точно не могу, потому что ко мне присоединился еще один отважный участник. Роман, идем знакомиться. Привет, меня зовут Роман, и я тот самый человек, который согласился поучаствовать в испытании
питаться на 1300 песо на Филиппинах. Сразу скажу, меня никто не принуждал. Не принуждал. Ладно, это все шутки. 1300 песо, на самом деле, это немного. Это прям вот, по минимуму. Это привычная нам еда. Если вы не собираетесь питаться только консервами, как питаются в основном, консервами и рисом, как питаются в основном филиппинцы, то бюджет вам нужно закладывать побольше, конечно. Важно отметить, что Роман сам хорошо готовит. Во-вторых, выращивает некоторые очень ценные на Филиппинах ингредиенты, такие как укроп, у себя прямо на заднем дворике. В общем, сейчас он работает менеджером в одном из гриль-баров, называется Ла Пампа. Будете на Панглау, обязательно заглядывайте и передавайте привет. Рома старался готовить вкусные и красивые блюда из тех же куриных шеек, местных овощей, консерв и так далее. Но у него то друзья приедут, то работа отвлечет. В общем, полноценный отчет затрат, как в первый день, он больше не писал. Но еще пару дней присылал видеоотчеты о своем питании. А еще бы я хотел затронуть такую тему. Вот смотрите. Это тропики. Здесь, в принципе, в доступе растут кокосы, бананы, но они как бы считаются чьими-то. Да, там можно где-то найти какие-то заброшенные участки, где это все растет. Так вот, я могу, в принципе, купить там этот кокос за 25-30 песо за штуку. А могу пойти добыть его бесплатно. И вот в нашей ситуации как правильно поступать? Как бы, с одной стороны, это условное воровство, а с другой стороны, мы бедняки. Рома абсолютно прав. Это очень близко к нищете, потому что порог бедности на Филиппинах 64 песо в сутки, а у нас с вами выходит 166. В общем, мы бедные, но законопослушные. Воровать кокосы у соседа мы не будем. Но кто нам запретит собирать дары моря? Короче, погнали с нами в интересное приключение по добыванию еды. Девиз дня – слабоумие и отвага. Мы приехали на один из пляжей посреди мангровых зарослей, куда вряд ли ступает нога туриста. Тут настоящая деревенская жизнь тех самых бедняков, к бюджету которых мы приблизились в своем эксперименте. Рыбаки разделывают рыбу, притом явно не свежую, потому что воняло знатно и куча мух. Одни перебирают сети, другие перекусывают морскими ежиками. Мы попросили одного лодочника перевести нас через жутко неприятный вход в воду. Тут дно как болото илистое. И вот ради чего все это затевалось. Так вот, мы пришли, собрали виноградик. You take video when I'm full. Валяется в тазике. Here, Roman. It's small. Ходишь, собираешь виноградик, потом берешь его Yeah. и ешь. Очень вкусный, кстати, очень полезный. Полный витаминов, минералов. Вот в такой красоте. Вот такие вот. Вот оттуда мы пришли. Там мангровые заросли. Красиво. Тихо, спокойно. Медитация. Roman, here. Вот. Все. 1,5 часа, и ты сытый. Ром, покажи. Улов. Вот морской виноградик. Он разный, что ли? Да, прикольно. Есть мелкий, есть крупный. Ой, so nice. I put more. More. Ну как? Очень вкусно. Мне интервью А самое главное, бесплатно. Экономия. Для надежности парни решили обеззаразиться дополнительно. Короче, пообещали Роме бесплатную текилу, если он поймает и поцелует козу. У нее рога есть, ты видишь? Коза одна текила. Там вторая коза есть, вторая текила. Аккуратно, ты нежно с ней, Роман, нежно, нежно. Так. Все, текила есть. Спасибо ребятам, это было веселое приключение. Но давайте честно, все это было ради фана, а не ради калорий. На морском винограде долго не протянешь, поэтому 4-й день начинаем с плотного завтрака. У меня вчерашние блины, у мужа мюсли с овсяным молоком. И здесь, как обычно, можно взять самую дешевую овсянку за 36 песо, а можно мюсли за 190.
На обед решила испечь лепешки. Это в разы бюджетнее, чем хлеб покупать. Положила в них остатки печени, добавила помидорку и с супом. Это было очень вкусно. Мужу нажарила котлет, замариновала морковку по-корейски, на гарнир кускус, плюс тыквенный супчик ему тоже достался. Все сыты и довольны. Ну что, пора разнообразить наш рацион морепродуктами. Не зря же мы у моря живем. Вечером на улицах полно лавочек со свежим уловом. Можно найти недорогую рыбу. Взяла таких 6 штучек всего за 80 песо. И на ужин 3 штучки себе пожарила. Женя доедал котлеты с кимчи и жареной картошечкой. Итак, почти подобрались к выходным. Мое меню в пятницу покажу быстро и без сравнения с Женей, чтобы не затягивать. На завтрак смешали овсянку, банан, яйцо, получили овсяно-блинчики. На обед еще 3 рыбки, ненавистный рис разбавляем капелькой стручковой фасоли и помидоркой. На ужин наши любимые куриные отбивные и кабачковые оладушки. Таких кабачков, как в России, на Филиппинах нет. Есть либо цукини дико дорогие, либо вот такие местные кабачки, по сути. Они вырастают огромными и становятся ватными внутри. Я тогда тру только твердую часть, без серединки, и получаются, в принципе, абсолютно обычные оладушки со вкусом кабачков. 6-й день, суббота. Я уже не знала, чем себя порадовать. Вот честно, мы привыкли хотя бы 2 раза в неделю выходить кушать вне дома и всегда чередуем разные кухни мира. Очень любим суши, и вот мне захотелось что-то такого. Пришлось пойти на уловку, и я произвела с мужем небольшой бартер. Мне достался важный ингредиент для ужина, а ему лепешки, идеально подошедшие к хумусу. На завтрак я доедала овсяно-блинчики, и тут пришел курьер с Лазады. Принес поистине роскошную посылку. 5 видов фиников в наборе. Это точно что-то на богатом, учитывая цену. Короче, я отвлеклась и не засняла свой обед. Субботний ужин у меня был из самодельных суши. Смешала рис со специями, добавила тунца из банки и каплю майонеза. Получились такие неприглядные, но вкуснючие конвертики с нори. Для контраста с моим самым дешевым тунцом из банки у Жени нежнейшее филе дорогого тунца. Лишь слегка обжаренное по краям, чтобы нежная розовая серединка была еще сырой. Это блюдо в ресторанах называют туна-татаки. В супермаркете, кстати, филе тунца может стоить 640-1200 песо за килограмм, в зависимости от части туши. Это недешево, согласитесь. Продолжаем рыбную тему. На Филиппинах нет селедки. Но можно засолить какие-то другие рыбки, например, вот такую. Очень просто. Филе на 30 минут обильно посыпаем солью, потом очистили от соли, обсушили полотенчиками, порезали на кусочки и в баночку слоями. Лук, селедка, залили все маслом, на ночь в холодильник. Утром будет изумительно. Ну что, мы с вами на финишной прямой. Последний день. И на мое удивление он получился очень даже питательный. Давайте посмотрим. Лепешки с жареным фаршем на завтрак. От души кайфанули от самодельной селедки в обед. И на ужин достала 2-й свиной стейк, который купила в первый день, но побоялась, что это будет слишком дорого и не влезет в бюджет. Влезла. Своим выводом поделюсь через минутку. А сейчас предлагаю спросить Романа. Он все-таки мужчина, а не девочка. Явно кушаем мы по-разному. И, в общем, давайте узнаем, сколько он тратит в обычной жизни на питание и каково ему было жить в таком ограниченном бюджете. Итак, привет всем. У меня чуть-чуть поменялась локация, но нам это не помешает. Подведем итоги по поводу питания. В принципе, прожить можно. Питаться так можно. В целом это вполне даже сбалансированно выходит. Но не для людей, которые там хотят заниматься спортом, вести активный образ жизни, понятно, потому что вам нужно потреблять больше калорий. Было вкусно, было весело, был интересный эксперимент. Повторять я его, конечно же, не буду. Зачем? Если можно вкусно кушать задорого. Подводя, на самом деле, итоги, я, в принципе, себя нормально чувствовал. Были периодически какие-то такие приступы, скажем так, не то что голода, а просто желание съесть что-то вкусное, там, не знаю, бургер, жирненькое, какое-нибудь сладкое. Как бы, ну, если это перетерпеть,
перетерпеть, там, попить горячей водички, не знаю, съесть банан, сорванный, добытый с пальмы. Вот, то все реально. Приезжайте, пробуйте, составляйте свое мнение. Всем будет интересно. Пишите у мамы Азии, как у вас это получилось, как у вас это прошло. Будем делиться. Создадим клуб по впечатлениям, по интересам. Еще совсем давно, смотрите. Касательно нормального питания, да? Даже это был у нас эксперимент там на $100 в неделю, все дела. В обычной жизни у меня уходит где-то 3000 песо без учета походов в кафе, еще чего-то. Ну что, скажем спасибо Роману за участие. Вместе было веселее. А я поделюсь с вами своими выводами. Первое. Конечно, $100 это достаточно для выживания. Но жить я так бы не хотела. Хочется и в кафе сходить, и что-то сладенькое скушать, и, конечно, фруктиков. Мы же все-таки в Азии с вами, да? Второй вывод, что надо учитывать не только питание и проживание. Расходов намного больше. Один из самых важных – это продление визы. Чтобы находиться легально в стране, нужно ходить и оплачивать продление. Это примерно $400 в год, чуть больше уже. И, конечно, еще транспорт, коммунальные расходы, бытовая химия, лекарства, в конце концов, развлечения. Вы же приехали в новую страну, в новую локацию. Хочется знакомиться, гулять, что-то новое узнавать. В общем, мы бы рекомендовали вам всерьез рассматривать сумму $500-600 на человека в месяц для комфортной, но не роскошной жизни. Имейте в виду. Надеюсь, вам это видео было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Будет интересно узнать ваше мнение.